Всем привет! Сегодня приготовим классический чизкейк. Чизкейк получается очень нежный, ароматный, со сливочным вкусом. Я вам расскажу все секреты его приготовления, чтобы он у вас получился очень ровный, красивый и не треснул. Первым делом включаем духовку на 110 градусов. Для начала приготовим песочную основу. Нам потребуется печенье песочное и растопленное сливочное масло. Печенье я измельчаю с помощью блендера. Также можно измельчить скалкой. Затем перекладываем крошку в отдельную емкость. Сливочное масло растопили. Добавляем в нашу крошку и все аккуратно перемешиваем. Должна получиться однородная масса, которая хорошо держит форму и немного липкая. Диаметр формы для выпечки 20 сантиметров. Я устелила ее пергаментом, так будет удобнее потом снимать форму с чизкейка. Выкладываем крошку в форму и аккуратно разравниваем ложкой. Стараемся делать это так, чтобы дно было одинаковой толщины и бока тоже. Затем берем чашку либо стакан и, придавливая, формируем нашу песочную основу. Очень важно сформировать ее плотной, чтобы потом после выпекания и разрезания чизкейка эта основа не распадалась. Отправляем основу в холодильник на час. Для чизкейка нам необходим сливочный сыр, жирные сливки, сахар, яйца, в данном случае желтки, и кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал очень тщательно смешиваем с сахаром. Желтки у меня маленькие, поэтому я использую 4. Можно также использовать яйца с желтками. Я все укажу в рецепте под видео. Итак, желтки добавляем к сливочному сыру, добавляем кукурузный крахмал с сахаром и все тщательно вымешиваем венчиком. Именно благодаря тому, что мы используем венчик, можно также лопатку вместо миксера, у нас не будет лишних пузырьков воздуха и наш чизкейк не будет чрезмерно подниматься при выпекании. Когда мы добились полностью однородной консистенции, добавляем сливки либо сметану. Сметана даст немного кислинку. Я использую сливки. Все тщательно перемешиваем. Затем выкладываем массу в нашу песочную основу. Затем аккуратно силиконовой лопаткой либо ложкой разравниваем поверхность. Стараемся, чтобы она была максимально ровной. Ставим выпекать наш чизкейк в духовку. Выпекается чизкейк при температуре 110 градусов примерно 1,5 часа. После того, как чизкейк готов, полчаса остужаем его в чуть приоткрытой духовке, а затем ждем полного остывания при комнатной температуре. Затем можно накрыть его пищевой пленкой в контакт и убираем в холодильник до полной стабилизации на 8 часов. Он становится плотным, при этом остается идеально нежным. Сейчас я вам покажу, какой чизкейк внутри. Срок годности чизкейка 72 часа в холодильнике и до 3 недель в морозильной камере. Но если вы ставите в морозильную камеру, его необходимо очень плотно завернуть в пищевую пленку. По данному рецепту я делаю чизкейки на заказ, а также чизкейки для тортов. Сейчас часто заказывают торт с чизкейком внутри, и именно этот рецепт идеально подходит. Если вы делаете такой чизкейк для начинки в торт, перед тем, как собирать торт, поставьте на пару часов чизкейк в морозильную камеру. Тогда вам будет намного удобнее собирать торт. Посмотрите, какой он идеальный по текстуре, очень нежный, сливочный и ароматный. Рецепт чизкейка указан в конце видео.